потихоньку заезжаем в Бостон. Еще около 3 часов пути до Портленда, Мэйн. Ощущения хорошие. Еще полчаса и мы на месте. Чувствуем себя как бы нормально? Отлично. Отлично. Боп устал. Я 6 часов сижу, кайфую, а он едет за рулем. Я тоже кайфую. А нам вообще целую ночь гулять и снимать. Завтра тоже целый день снимать и гулять. Ну, погнали. Погнали. Все, остались считанные минуты до даунтаун Портленд, штат Мэйн. Время 6:30 вечера. Боб устал, я знаю, я это вижу, я ни хрена не устал. Я целый день сидел, кайфовал и смотрел на дорогу. Отличительная черта этого штата, помимо национальных парков, то, что я заметил сам лично, это хвойные деревья везде абсолютно. А где хвойные деревья, это ионы. А где ионы, это здоровье. Да, Боб? Еще не заметил, конечно. Настал тот момент после 6-часового переезда. Мы въезжаем в даунтаун города Портленд, штат Мэйн, один из самых северных. Ну подожди, это самый северный штат, правильно? Да, это самый северный штат Северной Америки. Здесь пока снимать нечего, но сейчас мы находимся в даунтауне. Только-только вот въехали. Много очень людей, много молодежи. Давай здесь, если знаем, если сзади движение. Всякие бары, рестораны, лобстерские. Public parking, bay by plate. А как далеко нам от ресторана? Ну все, тогда давай. Так, я заказал лобстера с чипсами, а Боб заказал масло с хлебом. Ну серьезно, ребята. Серьезные деньги. Да. Видишь, вот здесь. А? Да, здесь. Да, вижу, Итак, вечерний Портленд. Мы сейчас только поели, попили, вышли, погуляем немного по даунтауну, посмотрим вообще, чем город дышит. Вот. Ну, по сравнению, конечно, с Нью-Йорком, все намного спокойнее, уютнее. Даже не скажешь, что это вообще даунтаун. Я бы сравнил это типа, ну, наверное, с Бруклином, но почище. Даже типа Сан-Франциско. Вот я был в Сан-Франциско, там намного все чище. Да. Офигеть. О, давай, пройдем.
Везде бары, везде рестораны. А? Кресло бары найдем, остановимся. Ну давай. Ну, вот эта улица прикольная была. Давай туда пойдем. Давай. Там какой-то сквер. Мискузи. Мы вчера смотрели Евротур, и там эпическая фраза есть «Мискузи». Вот мы до сих пор прикалываемся, ходим. Вау, ну мы ожидали более прохладную погоду, да? Мы даже взяли куртки, мы взяли худи, брюки. Не, нормально, вообще кайф от футболки, свежо, да. Такой северный воздух, я бы сказал, да? Воздух Мискузи. Вообще классно. Приятно ходить, очень приятно. Такая большая популяция белых, чем чернокожих, сразу видно. Да. Чернокожих очень мало. Нету, не видел еще. Максимум азиатов. Да, и, естественно, везде флаги, вот эти разноцветные флаги, да, типа гей-френдли, но это, естественно, ясно, понятно. Фу, круто. Старые такие билдинги. Видно то, что город на самом деле он старый. Какие-то фасады вот обновляют, но верхушки все-таки старые. Там нечего ловить. Там нечего ловить, да. Ну пойдем, окей, тогда пойдем в другое место. Смотри, какая машина интересная. Portland Regency Hotel and Spa. Хочешь в Hotel and Spa пойти? Хочу спа, не потом не хочу спа. Да, ребят, заметьте, как здесь спокойно. Это центр города. Слушай, я бы не сказал, вот это все местные ребята, кому? Oh, yeah. Да, на самом деле, вот я сравниваю с Уиллинсбургом, да, но все-таки нет. Даже если сравнить с East Village на Манхэттене, Не дотягивай, все равно не дотягивает, потому что там в Нью-Йорке настолько все грязно, запах вот этот от баров, ресторанов, мусорки, все крысы. Здесь не так, здесь все так мило, вау! Очень мило. Вот это вот жилые дома. И все вот эти люди, они местные, они спускаются, прикалываются, чилят и идут домой. Такого застоя машин нету, свободные паркинги, места есть, хотя сегодня суббота. Да, этническая одежда. Везде вот эти лобстеры. Да, потому что лобстеры, их, наверное, здесь ловят. Местного производства. в этом городе. В Портленде нет человека. Да, на самом деле мы приехали в штат. Погулять, покушать и все, валить отсюда. Ну, как везде, в принципе. На самом деле, почему мы приехали в штат Мэйн? Чтобы посетить, как называется, национальный парк? Аркадия. Аркадия, да. Это отдельный такой полуостров, можно сказать. Там несколько национальных парков. И вот Аркадия один из тех парков, которые мы завтра посетим. Но сегодня уже ночь, ну как, 8 часов вечера. Сегодня мы поедем, где-то 2 часа пути еще. Где-то остановимся. Да, мы остановимся в Walmart, переночуем. У нас все для этого есть, мы подготовили целый вэн у нас. И да, и завтра утром на рассвете мы поедем. Ну, пару улиц сюда пройдем, пару улиц наверх и все. Ну давай. К воде подошел еще там, посмотрел. Ну давай к воде подойдем. Instagram, YouTube, man, YouTube. Сказал? Он говорит, Инстаграм. Какой Инстаграм, братан? Нет. YouTube. Подписывайтесь, ребята. Подписывайтесь. What's up, man? What's good? Everything. Боб предложил пойти, взять по пару бутылочки пива и покататься на круизном лайнере. Что я очень сомневаюсь, потому что уже темно. И как бы я вряд ли что-то засниму.
Опа. Так, ребят, по погоде начинает немножко не становиться прохладно. Я бы сейчас одел куртку. Хотя девушка в платье, да, такое, смотри. Ну да. Ну местные, они северяне, да, они как бы уже такие привыкшие. А я не холодно, не нормально. Да, да, нормально. Бобу вообще, Боб, он северный человек, ему вообще пофиг. Так, мы переходим дорогу аккуратно. Итак, мы приняли решение зайти в какой-то бар, все-таки еще пропустить по бокальчику и потом уже выехать, потому что ехать где-то часа 2, и где мы проканемся, там не будет никаких веселых моментов. Поэтому мы воспользуемся временем. Время только 8 часов, поэтому у нас достаточно времени. Народу много очень. До отбоя, да, еще народу много, поэтому охота как-то ощутить этот вайб, портландский вайб. Чем городок дышит ночью. Давай пойдем туда. Там вся молодежь. Бабура все тянет к воде. Я не знаю почему. Я его тащу подальше от воды. Там, где больше молодежи, больше тусы. И меньше вот этого запаха, этого рыбного запаха. Нет, там... О, смотри. Либо вот здесь вот, либо вот здесь. Смотри. Нет? Так, нифига себе. Вот там вот капец весело. Вот здесь весело. Смотри, там даже огонь есть на столах. Да, я бы сказал, Боб очень-очень привередливый. Прошли бары. Говорит, скучно. Прикол в том, что любой скучный бар, ты говоришь, о, да это не скучный бар. А любой не скучный бар, ты говоришь, это скучный бар. Но это я понимаю, что за место. Там по флагу уже понятно. Да? Конечно, братан. Так, мы прошли сквер со всеми возможными барами. Поехали по дороге. И не, по дороге по-любому не будет. Мы сейчас выйдем на хайвей и все. Не-не. Маленький местный городок. Короче, проще говоря, ты не хочешь никуда заходить. Это нормально. Там тусить, там еще один сквер. Деревья, сиденья и какие-то странные люди. И девчонки. Тоже странные. Тоже странные. В любом городе, даже в Нью-Йорке, если вы вот зайдете вот на такой сквер, там вас будут ожидать странности. А, вот это что за бар? Пойдем глянем. Пойдем, я не местный. Такое ощущение, что ты здесь был уже несколько раз. Давай вот это чекнем. Check it out, check it out. Да, нам не хватает немного такого бешеного состояния. Здесь слишком тихо. Для центра это слишком тихо. Люди спокойные, очень. Мы заскучали. Мы, скорее всего, уже двинем. Так мы бары не нашли. Так что... здесь. Да, погнали. Нет, здесь вообще. Что такое? Да. Тут есть бары, где сидят чисто старики. И бары... А, вот это наш. Да. Мы дошли до места, где проканулись. Уже намного все тише. В общем, типа ресторан закрывается в 10:30, а кухня закрывается обычно за час. Поэтому уже все сейчас начинают расходиться по домам.
Надеюсь, нам тикет не дали. Line starts here, see outside. А вот, смотри, пара только заходит, видимо, смотрит на меню. Непонятно, кто работает здесь. Хостеса нету. Например. You guys have space available? Yeah. We just want to hang out and see what's going on. IDs? Are you recording people? Not right now, not faces, because it's pretty dark. Cool, because some people don't like being on video. Да, мы наконец-то нашли место, где потусить. Довольно-таки такое бизи, красиво, много людей. Вот, но security попросила не снимать типа лица людей, потому что некоторые люди могут быть против видеосъемки, но камеры пропустили, поэтому как бы будем стараться меньше наводить камеру на лица людей и снимать побольше фана и веселья. Погнали. Я глупо выгляжу. Я рад глупо выгляжу. Мне Боб говорит, я очень глупо выгляжу с камерой. На самом деле, да, камера большая. И люди на меня очень смотрят так, очень странно. А мне пофиг, нормально. Ребят, мы выехали, время 9 часов, кстати. Нормально мы погуляли. Часа 3, наверное, мы гуляли в Портленде. В Аркадию ехать где-то 2 часа. Мы остановимся в Walmart. И уже на рассвете мы поедем в сам национальный парк. Вот. Мы уже взбодрились немного, потанцевали, поэтому чувствуем себя офигенно.